Представьте себе 2026 год. Мир, в котором стартапы рождаются и умирают за один квартал, где искусственный интеллект пишет код быстрее человека, а электромобили уже не выглядят фантастикой. И вот в этом мире появляется человек без капитала, без связей, без громкой фамилии. Просто инженер с упрямым характером, холодной головой и странной одержимостью сделать сложное простым, а дорогое доступным. Если бы Генри Форд жил сегодня и начинал с нуля, он не стал бы искать гениальную идею. Он бы искал несправедливость рынка. Ту самую точку, где технология уже существует, но остается игрушкой для обеспеченных. Ведь когда-то автомобили уже были изобретены, задолго до него, например, тем же Карл Бенц. Но они были дорогими, сложными и редкими. Форд не придумал автомобиль, он придумал, как сделать его массовым. В 2026 году он бы действовал так же. Он бы посмотрел на современный рынок и увидел: технологии есть, но массовости нет. Электромобили стоят дорого. Умные роботы – роскошь. Домашний ИИ – сложная система для продвинутых пользователей. И тогда он бы задал себе простой вопрос: почему это не может позволить себе обычный человек? Его внимание, скорее всего, остановилось бы на транспорте. Потому что транспорт – это свобода. А свобода, если она дорогая, становится привилегией. Он бы посмотрел на рынок, где уже доминируют компании вроде Tesla, и не стал бы с ними соревноваться в премиальности. Он бы сказал: я сделаю проще, я сделаю дешевле, я уберу все лишнее. Его автомобиль не был бы футуристичным. Он не светился бы неоновыми панелями и не управлялся голосом с космической интонацией. Это была бы машина для обычного человека. Надежная, простая, ремонтопригодная. Минимум опций, максимум функциональности. И главная цена, которая ломает рынок. Но секрет был бы не в самой машине. Секрет был бы в системе. В 20 веке Ford перевернул индустрию благодаря конвейеру. Его легендарная модель Ford Model T стала символом эпохи не потому, что была самой красивой, а потому что производилась быстрее и дешевле всех. В 2026 году его конвейером стал бы искусственный интеллект. Он автоматизировал бы проектирование, логистику, закупки. Алгоритмы просчитывали бы цепочки поставок до мельчайших деталей. Заводы работали бы круглосуточно с минимальным участием человека. Каждый процесс был бы оптимизирован. Не ради модного слова «инновация», а ради снижения себестоимости. В отличие от многих современных предпринимателей, он не стал бы строить культ личности. Он не соревновался бы в громких заявлениях с такими фигурами, как Илон Маск. Он не писал бы провокационные посты в социальных сетях. Его энергия уходила бы в цеха, в таблицы, в расчеты, в стандартизацию. Он бы не гнался за хайпом, он бы гнался за эффективностью. И, возможно, именно в этом и заключался бы его главный козырь. В мире, где все хотят быть уникальными, он снова сделал бы ставку на массовость. Пока другие создают сложные экосистемы и дорогие флагманы, он бы строил заводы, снижал издержки и заключал контракты на поставку батарей. Он бы стремился контролировать цепочку производства от начала до конца, как когда-то контролировал шахты, леса и металлургические предприятия. Его компания напоминала бы гибрид производственной дисциплины Toyota и технологической вертикальной интеграции BYD. Но в ее центре стояла бы простая идея – сделать продукт настолько доступным, чтобы его покупали миллионы. И вот что интересно, он снова повысил бы зарплаты своим сотрудникам. Не из альтруизма, а из расчета. Потому что человек, который собирает машину, должен иметь возможность ее купить. Он понимал бы простую формулу. Чем шире средний класс, тем устойчивее бизнес. Прошло бы несколько лет. Его автомобили заполнили бы развивающиеся рынки. Города Азии, Африки, Восточной Европы начали бы пересаживаться на его модели. Он бы не начинал с элитных кварталов мегаполисов. Он бы начинал с тех, кого обычно игнорируют. И постепенно эффект масштаба сделал бы свое дело. Чем больше объем производства, тем ниже цена. Чем ниже цена, тем больше спрос. Этот цикл, запущенный однажды, начал бы раскручиваться как маховик. Через 10 лет его компания стоила бы десятки миллиардов. Через 15, возможно, сотни. Но самое важное, он снова изменил бы рынок. Не революцией дизайна, не громкими заявлениями, а холодным, расчетливым, системным подходом. Парадокс в том, что мир 2026 года
обожает слово «инновация». Но настоящая сила Форда всегда была не в изобретении, а в упрощении. Он не спрашивал, что мы можем придумать. Он спрашивал, как сделать это дешевле, быстрее и доступнее. И, возможно, именно поэтому, начав с нуля в 2026 году, он снова стал бы миллиардером. Потому что технологии меняются, эпохи меняются, инструменты меняются, но принципы масштабирования, эффективности и массовости остаются вечными. А значит, если бы Генри Форд жил сегодня, он бы снова доказал простую вещь. Богатство приходит не к тому, кто первым придумал, а к тому, кто первым сделал доступным для всех. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, а также оставить комментарий. А что вы думаете по этому поводу? Как было бы? Спасибо за просмотр. До следующих видео.